Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своим гайдом на Фурину. Какие у нее плюсы и минусы, как ее одеть правильно и, естественно, команды. Давайте разберемся, в чем сильные и слабые стороны этой героини. Начнем с плюсов. Во-первых, она обладает отличным уроном вне поля боя. То есть продолжает наносить урон, даже когда не активна. Ее гидроурон и способности не требуют участия постоянного в бою, что делает ее очень удобной в использовании. К тому же, у нее неплохая АОЕ, позволяющая зацепить сразу нескольких врагов. Одно из главных преимуществ – ее постоянный урон вне поля боя и стабильное наложение гидро, так что она всегда наносит вклад в бою. А еще ее пассивный отбор ХП может быть полезным, позволяя союзникам использовать сет сумрачного охотника и оружие, зависящее от изменения ХП. Ее взрыв стихии длится целых 18 секунд, давая команде мощный баф. И что особенно важно, баф динамический, так что даже персонажи, которые фиксируют характеристики при касте, так называемый снапшот, смогут получить от него пользу. Будучи гидроперсонажем, она отлично вписывается во множество команд, а ее созвездия очень сильные, особенно ранние, такие как C1 и C2, ну и собственно C6, который позволяет ей становиться полноценным ДД. Но, конечно, без недостатков тоже не обошлось. Во-первых, ее команды сильно зависят от хиллера, так как для максимального бафа нужно восстанавливать ХП, а это ограничивает гибкость в подборе состава. К тому же, отбор ХП делает команду более уязвимой, поэтому без хорошей поддержки можно попасть в неприятную ситуацию. Кроме того, ее наложение гидро довольно медленное и нестабильное по сравнению с другими персонажами, что может негативно сказаться на реакции элементов. И последнее, у нее довольно высокие требования к восстановлению энергии. Поэтому без правильных артефактов и оружия ее взрыв стихии может откатываться слишком долго. В целом это очень сильная героиня с мощными бафами, стабильным уроном вне поля боя и отличными созвездиями. Но для ее эффективного использования важно грамотно подбирать команду. Теперь перейдем к артефактам. Первым вариантом, естественно, будет 4 предмета, то есть полный сет золотой трупы. Это, безусловно, лучший выбор для максимального личного урона Фурины. То есть для нее он идеально подходит в любом случае. Следующий вариант будет каша-малаша, то есть смесь из двух предметов на ХП, например, или на урон навыка, или на восстановление энергии, или на бонус гидро. То есть тут вы можете смешивать как вы хотите и как вам удобнее. Можете взять можете взять 2 на ХП, 2 на гидро, 2 на ХП, 2 на бонус навыка. То есть делайте смесь, которая вам на данный момент нужна. Этот вариант, это второй по эффективности вариант для личного урона Фурины. Эти комбинации значительно уступают набору золотая трупа и должны использоваться только в качестве временной альтернативы, если у вас еще нет полного набора золотой трупы. И, естественно, дальше у нас будет 4 предмета из стойкости миллилита. Вот он, этот сет. Значительно хуже для личного урона Фурины по сравнению с золотой трупой. Однако, поскольку Фурина может поддерживать постоянный эффект бонусов от 4 предметов этого набора, она может быть хорошей альтернативой в командах, где основной урон исходит от персонажей, зависящих от показателя атаки. Дальше поговорим об оружии для Фурины. От лучшего к худшему. Лучшим вариантом, естественно, будет блеск тихих вод, то есть ее сигнатурное оружие. Лучший выбор для Фурины, даже если потребуется использовать часы на восстановление энергии. Это все равно ее самое мощное оружие. Если можете поставить часы на здоровье, разница станет еще заметнее. Однако стоит отметить, что ее созвездие важнее, чем получение этого меча. Следующий это у нас Ураку Мисуруги, сигнатурка Чиори. Отличный альтернативный вариант с высоким критическим уроном и бонусом к урону навыка. Если в команде есть персонаж Гео, эффективность меча возрастает. Даже без Гео это все равно один из лучших вариантов. Драгоценный омут. Бонус к атаке не так важен для Фурины, но высокий шанс критического удара и дополнительная 20% к здоровью
делает его достойным выбором. Поскольку Фурина получает бонус к шансу крита при возвышении, рекомендуется использовать корону на критический урон с этим мечом. Оскверненное желание. Хороший выбор, если он у вас есть. Дает приличное восстановление энергии, шанс крита и бонус к урону элементального навыка. Свет лиственного надреза. Отличный меч для повышения критических характеристик. Его пассивный эффект малозначителен, если у Фурины нет шестого созвездия, но сами критические показатели все равно ценны. Ключ Хадж несут. Лучше, чем переправа Флёр Сандер для личного урона и предоставляет бонус к мастерству стихии. В командах, зависящих от реакций, например, цветение и пар, может быть лучшим выбором. Вестник рассвета. Обеспечивает самый высокий критический показатель среди всех мечей при активном пассивном эффекте. Низкая базовая атака не важна для Фурины, но поддерживать здоровье выше 90% для сохранения пассивки может быть сложно без постоянного исцеления всей команды. Перевозчик Флёр Сандер. Отличный бесплатный вариант. Обеспечивает восстановление энергии и шанс крита элементального навыка. Два параметра, которые ценны для Фурины. Пассивный бонус к восстановлению энергии кратковременен, но меч все равно выполняет свою роль. Волчий клык. Неплохой выбор, но Фурина не находится на поле боя достаточно долго, чтобы полностью использовать его бонус к шансу крита. Рассекающий туман. Высокая базовая атака не приносит пользы Фурине. Фурина может поддерживать 2 стака пассивного эффекта. Меч Фавония. Предоставляет огромное восстановление энергии, 61%. Низкая базовая атака не важна для Фурины, а дополнительные частицы от пассивки делают проблемы с энергией несущественными. Он уступает переправе Флёр Сандер в личном уроне, но повышает общее восстановление энергии в команде. Теперь перейдем к статам. Часы. Процент хп или восстановление энергии. В кубок ищем хп или бонус гидроурона. Корона крит шанс или крит урон, или же хп, если хп недостаточно у вас. Приоритет доп статов. Восстановление энергии до нужного значения. Потом крит шанс, крит урон и по возможности хп. Требования к восстановлению энергии. 220-250, если Фурина единственный гидроперсонаж в отряде. 190-220, если в отряде 2 гидроперсонажа, без меча Фавония. 150-180, если в отряде 2 гидроперсонажа и есть меч Фавония. Фурина должна использовать часы на хп, если ей хватает восстановления энергии и оружия и дополнительных характеристик. Однако, если ее оружие не дает восстановления энергии, может потребоваться часы на восстановление энергии. В некоторых случаях, чтобы достичь необходимых требований к энергии, ей потребуется одновременно и оружие, и часы на восстановление энергии. Кубок на хп – лучший вариант для Фурины. Кубок на бонус гидроурона менее эффективен, так как Фурина уже получает большой бонус к урону от набора «Золотая трупа» и собственных бафов. Их можно использовать, если нет хорошего кубка на хп. Но в идеале стоит заменить его. На C2 разница между кубком на хп и гидробонусом почти исчезает из-за большого прироста хп. Корона на крит шанс или крит урон выбирается в зависимости от того, чего не хватает в характеристиках. Корона на хп немного уступает, но может быть полезна, если у нее лучшие субстаты, чем у критовой короны.